Если бы люди могли понимать язык животных, многие загадочные события получили бы простое объяснение. Но иногда истинные причины становятся известны лишь спустя время. Именно так произошло с опытным океанологом Андреем Лавровым во время экспедиции у побережья Новой Зеландии. Андрей посвятил всю жизнь изучению морских обитателей. За годы работы он совершил сотни погружений, однако тот день навсегда изменил его представление о поведении китов. Исследовательское судно остановилось неподалеку от подводных скал. Видимость была превосходной, поэтому Андрей вместе с напарницей Еленой отправился обследовать морское дно и зафиксировать состояние коралловых колоний. Закончив сбор материалов, Елена поднялась на борт, а Андрей решил еще несколько минут понаблюдать за жизнью океана. Вскоре неподалеку появились несколько горбатых китов. Эти гиганты обычно спокойно проплывали мимо людей и не проявляли агрессии. Однако один из них неожиданно изменил направление и уверенно направился прямо к дайверу. Сначала Андрей решил просто отплыть в сторону, чтобы не мешать животному. Но куда бы он ни двигался, кит следовал за ним. Более того, он осторожно касался человека грудным плавником и словно пытался подтолкнуть его вверх. Такое поведение выглядело странным. Дайвер несколько раз пытался отплыть, однако кит вновь преграждал путь и буквально выталкивал его к поверхности. Через несколько секунд животное приблизилось настолько, что Андрей оказался почти вплотную к огромной голове морского исполина. На исследовательском судне уже заметили происходящее, но расстояние было слишком большим, чтобы быстро прийти на помощь. Все могли только наблюдать за необычной сценой. Неожиданно кит широко раскрыл пасть, и Андрей оказался внутри. Со стороны это выглядело так, словно гигант проглотил человека. На палубе воцарилась полная тишина. Никто не мог поверить собственным глазам. Экипаж немедленно направил моторную лодку к месту происшествия. Однако уже через несколько минут дайвер вновь появился на поверхности. Он был потрясен случившимся, но не получил ни одной серьезной травмы. Позже Андрей рассказал, что внутри пасти кит не пытался причинить ему вред. Напротив, животное удерживало его очень осторожно, позволяя пользоваться аквалангом и свободно дышать. Затем кит снова вытолкнул человека вперед, но не отплыл, а продолжал находиться рядом, словно прикрывая его своим огромным телом. Лишь спустя несколько секунд причина стала очевидной. Из-за подводной гряды появилась огромная тигровая акула. Хищница медленно приближалась, внимательно следя именно за человеком. Кит немедленно оказался между акулой и дайвером, не позволяя ей сократить дистанцию. Несколько долгих минут морские гиганты двигались рядом. Акула несколько раз пыталась изменить направление, однако каждый раз кит перекрывал ей путь. В конце концов, хищница отказалась от преследования и скрылась в глубине. Только убедившись, что опасность миновала, кит подтолкнул Андрея в сторону исследовательского судна. Лишь тогда мужчина окончательно понял, все это время огромное животное не нападало на него, а спасало ему жизнь. Поднявшись на борт, Андрей долго не мог подобрать слов. Он всегда считал китов удивительно умными существами, но никогда не думал, что один из них рискнет собственной безопасностью ради совершенно незнакомого человека. Когда судно покидало район исследований, кит еще несколько минут сопровождал его, после чего медленно ушел в открытый океан. Для всей команды эта встреча стала настоящим напоминанием о том, что мир дикой природы способен удивлять даже тех, кто посвятил ему всю свою жизнь. Если вам понравилась эта история, поддержите видео отметкой «Нравится» и подпишитесь на канал. Впереди вас ждут новые удивительные рассказы о невероятных событиях, которые произошли на самом деле.